Иванович, ну вы же меня знаете. Я же уже в вашем роддоме двоих родила. Ну, в прошлый раз, как только схватки начались, меня Ваня метеором домчал. Валентин Иванович, домчу, пули домчу. Вы только подпишите, пожалуйста, отказной. У нас двое малолетних. Ради бога, я же с ними один зашьюсь. Валентин Иванович, подпишите, пожалуйста. Пожалейте, ради бога. Звали Валентин Иванович? Да, Жанночка, проходите. Видите ли, если вдруг все-таки будут осложнения, вы в первую очередь подведете под монастырь своего лечащего врача. Меня-то скоро здесь уже не будет. А вот с него взыщут, так сказать, по всей строгости. Какие осложнения? Двое же уже, Валентин Иванович. Ну, хорошо. Жанночка, поставьте печать. Да, конечно. Спасибо большое. Ну, если, не дай бог, что, сразу к нам. Что за глупые предрассудки? Ну, намазала б я тебя тонаком, никто б ничего не заметил. А так разговоров не оберешься. Ну, ничего. Пусть все знают, что у тебя рука тяжелая. Так, Квитков, ты договоришься. Я вообще врежу по-настоящему. Ты мой ангел. Не болит? Ну, хорошо. Платон Ильич, вот та женщина, которую привезли по скорой. Обменная карточка у вас с собой? У нее при себе ничего не было. Что с вами случилось? У меня живот болит. Вот тут. Какая у вас неделя? Платон Ильич, у нее вроде как провалы в памяти. Она ничего не помнит. Оформляйте в стационар. А как же я ее оформлю? Она же ни фамилии, ни имени своего не помнит. Заведите карточку на меня, на Платона Земцова. Хорошо. Пойдемте. О, доброе утро, Альберт Саныч. А оно вам кажется доброе? А вы о чем? Да так, ни о чем. Тут сейчас благоверного твоего встретил в темных очках. Ну, Питер, ну нельзя. Ну, надо после семейных разборок, ну, хотя бы недельку-то на больничном посидеть. Это вы из личного опыта знаете? Не смешно. А, по-моему, очень. Ксения Юрьевна, можно за секундочку? Вита Игоревна, я просто в шоке. Я даже поверить не могу. Олеся, и ты туда же. Ты что, новостей не знаешь? Бондарь увольняется. Пожалуйста, и что больше такого нет. А я подумала, ты про Левин фингал. Ты что, Леви фингал подсадила? Олеся, ну как я могу Леве подсадить фингал? Я прошу прощения, а я не ослышался, что ли? Бондарь действительно увольняется? Ну, он сам так сказал. Может, я минуточку? Оживился, оживился. Свято место пусто не бывает. На животе шрам, очень похоже на кесарево. Вы уже рожали? Я не знаю. Ребенок у вас есть? Я не помню. Не помню. Так. Зачем? Не переживайте, я сделаю фотографию. Мы это отправим в газету. Может, это поможет найти ваших родственников. Валентин Иванович, можно? Да, проходите, проходите. Это правда, что вы от нас уходите? Чего так мрачненько, Альберт Александрович? Я ведь не мирно ухожу, просто меняю место работы. Ну, тогда слава богу. Как дела у Наташеньки вашей? Не родила еще? Нет, еще не родила. А о Ставицкой ничего не слышно? Я знаю только одно, что Наденька беременна. Вот. Слышал, у нее обнаружили токсоплазмоз. Правда? Странно, я об этом ничего не слышал. Ну, будем надеяться, это только слухи. Валентин Иванович, а не знаете вы, руководство наше на вашу должность никого еще не… Альберт Александрович, с этим вопросом лучше к Елизавете Юрьевне.
Она все знает. Вы простите, мне надо кое-что еще уладить. Извините. Как вы предполагали, Платон Ильич, срок 38-39 недель. Предлежание головное, плацента расположена правильно. Никаких патологий плода я не вижу. Вы хоть что-нибудь помните? Я открыла глаза и поняла, что лежу на скамейке в парке. А рядом вход на кладбище. А как вы догадались, что там кладбище? Так там кресты и могилы. Ладно, возвращайтесь в палату, вам нужно отдыхать. Карточку мне. Извините, можно Елизавета? Да, конечно, заходите. Что-то случилось? Да нет, к нам пациентка сейчас поступила в отделение с абсолютной потерей памяти, представляете? Ничего не помнит, ни как зовут, ни кто ее родные. Надо сказать, это у меня впервые в практике. Вы ее ведете? А нет, ее Земцов ведет. Но все равно переживаю, думаю, как, чем помочь. Это похвально. Мы будем вместе думать. Все у вас? Елизавета Юрьевна, я слышал, Валентин Иванович Бондарев от нас уходит, да? Да, к сожалению. Может, нескромно так говорить, но я своим опытом, со своей квалификацией. Я учту ваши пожелания. Все у вас? Как все-таки хорошо, когда наш труд может быть оценен по достоинству. Да, прекрасно. Да. Здрасте. Ой, здравствуйте, Вита Игоревна. Игоревна. А, Тимофей Николаевич? Нет, Николай Тимофеевич. Извините. Вы позвольте, Да, конечно, конечно. вот пирожное, это для вас. Прошу. Спасибо. Мы-то здесь проездом, так сказать, никого не знаем. Ну, как же никого. Вы меня уже знаете. Вас-то, конечно. Начмеда вашего. Елизавета Юрьевна. Да. Замечательный человек. Она первоклассный специалист, и вам в этом смысле очень повезло. Да, и дочка у нее. Валерий. Так она и не дочь. Как не дочь? Левушка, присаживайся к нам. Вот Николай… Извините, я занят. Муж мой торопится, видимо. Простите, вы сказали не дочь, а она говорит, так что там за история с Валерией? А у вас время есть? Для вас, конечно, есть. По поводу пациентки с амнезией. Пока никаких сведений о ее личности, ни о ее родных не поступило. А что показало обследование? Внешних травм, которые могли привести к потере памяти, нет. Осложнений и патологий в течение беременности тоже нет. Значит, сможет сама и родить, и без проблем. Сомневаюсь. Платон Ильич, а ваши красноречие скоро легенды будут складывать. Суть по внешним признакам, не более 2 лет назад ее уже кесарили. Рубец истонченный. Естественные роды могут привести к разрыву матки. Ну, значит, по всей вероятности, у нее есть ребенок, а может, и не один. Ну, мы просто обязаны найти ее семью. Почему мы? По-моему, этим полиция должна заниматься. А вы к ним обращались, Альберт Александрович? А почему я должен был обращаться? Так, в полицию необходимо обратиться. Также вызовите, пожалуйста, психолога, специализирующегося на амнезии. Глаз с пациентки не спускать, она в любой момент может вспомнить что-нибудь важное. Есть еще какие-нибудь идеи? Лев Борисович, может, у тебя ты всю планерку прорисовал? Пресса. Надо обратиться в прессу, СМИ – это сила. Спасибо, это хорошая идея. Разумно, да, молчи. Но мозги мне пока не отбили. Ева Князева, режиссер и тележурналист. Очень приятно. Большое вам спасибо, что вы сообщили, потому что это будет сенсационный материал, а зрители такое любят. Не-не, никаких зрителей.
мы вас позвали не для этого. Мы хотим, чтобы вы помогли найти родственников этой пациентки. Ну вы поймите, что вот банальное объявление в бегущей строке никого не заинтересует. Но вот если мы возьмем интервью, проведем журналистское расследование, это будут смотреть и будут обсуждать. Интервью не будет точно. Иногда телевидение вот работает лучше полиции. Поэтому вот позвольте мне провести журналистское расследование. А вот это, пожалуйста. Отлично. Тогда будьте добры рассказать мне все, что вы знаете о своей пациентке. Куда мне? Ресепшн, наверное. Забирайте его домой. Завтра все равно он понадобится. Кстати, да, будет мой индивидуальный халатик. Да. А что это? Товарищ генерал, медикаменты по вашему списку доставлены. Вольно. Список дайте, пожалуйста. Хорошо. Вот, прошу вас. Ах, подождите, вашей дочке столько не нужно. Дочке не нужно, а вашей больнице нужно. Это моя благодарность. Я даже не знаю, что сказать. Что сказать? Скажите, куда все это нести? Конечно. Вон за ресепшн дверь. Это старшая медсестра. Туда, пожалуйста. Слушаюсь. Спасибо вам, ребят. А вот это? Это спрячьте, пожалуйста, чтобы я этого не видела. Да вы меня не так поняли, Елизавета Юрьевна. Я никогда бы себе и не позволил. Это билеты в театр. Вы разрешите вас пригласить? Если муж отпустит. Да ладно. Нет у вас никакого мужа. Если у женщины на руке нет обручального кольца, это еще не значит, что мужа тоже нет. Да нет, нет. Все мы про вас знаем. Разведка донесла. В общем так, товарищ генерал, в театр я с вами не пойду. Я с детства не люблю людей, которые пользуются услугами доносчиков. Как? Они что, меня ненормальной считают, что психиатра прислали? Я психотерапевт и буду помогать вам вспомнить то, что вы забыли. Я все время думаю. Но как будто бы стена вырастает. Я даже своего имени вспомнить не могу. А вот мы сейчас и попробуем вспомнить. Вы знаете, сколько раз за жизнь человек слышит свое имя? Гораздо чаще, чем большинство других слов. Но неужели вы ничего не почувствуете, если я вам его назову? Давайте попробуем. Лесечка, можно? Заходи. Слушай, ну, у меня опять центрифуга поломалась. И, если честно, я устал уже носить ее в ремонт. Я вот написал заявление, может, что Белздрав денег на новую даст. Сядь. Все. Очки сними. Давай. Ну что это у тебя? Только честно. Подожди, ты думаешь, это Вита приложилась? Ну, если ты мне сейчас скажешь, что ты ударился о дверцу холодильника, я тебе не поверю. На самом деле, это все из-за Кольки Виткиного. Это он? Да нет. Он решил заработать сам на какой-то планшет. Ну и пошел мыть машину на перекресток. Старшие пацаны его, естественно, заметили, дали заработать, ну, а потом деньги забрали. Ну, а фингал почему у тебя? Ну, потому что я решил восстановить справедливость, экспроприировать экспроприированное. Ну, и там слово за слово, ну и… Но деньги я отобрал. Герой. Ты мне скажи лучше, откуда букет у тебя такой роскошный? А это отец одной пациентке подарил. Генерал, кстати, Николай Трофимович. Думала, нормальный мужик, а он генерал. Николай Трофимович, это статный такой, седой? Да. Вот, значит, с кем Вита вчера в кафе любезничала. Вита? Я думаю, что у нее диссоциативная амнезия. А вам сколько сахара? 1 ложку. И это хорошо. Почему? Это состояние обычно длится недолго. Несколько дней или месяцев.
Главное, это не навсегда. И память, как правило, восстанавливается полностью. Объясняю. После психической травмы память иногда избирательно оттесняет некоторые факты и события. Практически всегда человек не помнит свое прошлое, дату и место рождения. А иногда больные неожиданно куда-то уезжают. В такое место, где их никто не знает. И вполне возможно, наша пациентка могла откуда-то приехать. А что могло стать причиной такого состояния? Ну, угроза жизни, насилие, преступление. Например, она могла кого-то убить, чтобы защитить себя и своего ребенка. И испытать от содеянного страшный шок. Так, ну это понятно. И что нужно сделать, чтобы память восстановилась как можно скорее? Она реагирует на имя Евгения. Не факт, что ее так зовут, но это имя определенно для нее что-то значит. Может быть, так кого-то зовут из ее близких. Но это несущественно. Имя дало ей уверенность в себе, и теперь она не пустое место. И очень важно, чтобы все к ней обращались по имени. Евгения. Евгения. Это следователь из полиции. Он поможет найти ваших родственников. Знакомьтесь, Павел Иванович. Добрый вечер. Платон Ильич, я хотел бы побеседовать наедине. Да, конечно. Нет, пожалуйста, пусть Платон Ильич останется. Ну, если вы не возражаете. Хорошо. Что с вами случилось? Так я не помню. А что вы не помните? Все, что она помнит, я вам уже рассказал. Я попросил бы вас мне не мешать. Расскажите мне, что вы помните? Я очнулась возле кладбища, на скамейке в парке. Как туда попала, не знаю. А что вы помните из событий предыдущих дней? Ничего. А дату рождения? Не помню. Место жительства? Семейное положение? Хорошенькое дельце. Вы ничего не помните, а имя свое откуда-то вы знаете. Женя вспомнила свое имя после беседы с психологом. А отца своего ребенка вы тоже не помните? Нет. Так. Мне нужно сделать пару снимков и отправить в розыск. Мне нужен у вас профиль. И нужно сделать отпечатки пальцев. Я прошу прощения, вы разве в чем-то ее подозреваете? Пока нет. Руку и пальчики. Павел Иванович, мне кажется, на сегодня достаточно. Я прошу. Пальчики. Я убедительно вас прошу. До встречи. Я не закончил. Товарищ следователь, это больше похоже на допрос, чем на беседу. Да какая разница, как это называется? Я вообще не исключаю, что ваша пациентка была кого-нибудь грохнуть, а потом прибежать в больницу. Амнезию изображайте. У меня 2 нераскрытых убийства. Так что будь добр, пойди и объясни ей, что пальчики нужно откатать. Хорошо. Я поговорю с ней. Только вы сюда больше не приходите. Да-да. Поговорим? Лизавета Юрьевна, вы меня простите, но мне надо в 8-й палате Воробьева проклизмить. Сядь, Вит. Сейчас мы будем клизмить здесь. Вит, послушай, я тебя знаю много лет. Ты жена моего лучшего друга, поэтому не ври мне, пожалуйста. Хорошо? Да. С кем ты завтракала вчера в кафе? Лиз, ну я разве помню, с кем я вчера завтра... Вита. Ну, с отцом пациентки, которую привезли позавчера ночью. Кстати, вот такой мужик оказался.
И о чем вы говорили с вот таким мужиком? Ну, так детально я не припомню, конечно. Вообще-то он восхищался тобой. Он очень благодарен тебе за то, что ты помогла его дочери. Он говорил, что ты суперпрофессионал, знаешь толк своего дела. Ну, ей-богу, ничего такого, что могло бы тебя Ты ему что обо мне наговорила? компрометировать. А я не помню. Лиз, ну я сказала то, что знают все, что ты удочерила Валерии, что ты отказалась ехать во Францию со своим Жаком Паскалем. А что, это тайна? В общем так, Полупанова. Еще одна подобная выходка, и я тебя изничтожу. Тебе ясно? Да ясней не бывает. Он меня в чем-то подозревает? Работа у него такая. Всех подозревать. Он спрашивал меня о семейном положении, об отце ребенка. Но я правда ничего не помню. Ничего, Жень. Вы все обязательно вспомните. Вы замужем. Откуда вы знаете? У вас след от кольца на безымянном пальце. Посмотрите, рука загоревшая, а полоска от кольца осталась. Вы были на море? На море? Да, я помню море. Вы спросили, и я кожей ощутила, как вхожу в воду. Вода теплая и соленая. И волны. Но это воспоминание приятное? Очень. Но больше я ничего не помню. Ну, уже кое-что. Добрый день. Можно? Да, войдите. Я с хорошими новостями для вас. Ну, по поводу вашей пациентки с амнезией. Да вы что, нашли родственников Евгении? Нет, но мы проверили отпечатки пальцев по базам, и она нигде не значится. Так и с какими хорошими новостями вы ко мне пришли? Что у вас гора с плеч? Ну, можно и так сказать. А как найти семью Евгении, вас не интересует? Или если она не преступница, то никакого интереса для полиции она не представляет? Но вы меня тоже правильно поймите. У нас каждый день десятки преступлений. Лично на мне висит 2 нераскрытых убийства. Знаете, Павел Иванович, идите и раскрывайте свои убийства. Всего доброго. Я начала опрашивать свидетелей, и сторож кладбища, возле которого нашли вашу пациентку, на лавочке. Евгения. Она отзывается на имя Евгения. Евгения. Так вот, сторож кладбища опознал Евгению по фотографии. Он сказал, что пару дней назад приходила беременная девушка и очень долго стояла у могилы некой Оксаны Макаровой. Я узнала адрес Оксаны. Она была наркоманкой и скончалась от этого в возрасте 48 лет. Вот соседи сказали, что пару дней назад к ним приходила беременная девушка и интересовалась личностью Макаровой. Понимаете, какой поворот событий? Пока приблизительно. Какой вы непонятливый. Так вот, я продолжаю. У Оксаны была дочка, которую она оставила на попечение матери. А мать проживала в Украине. И после этого ни о матери, ни о дочери Оксаны никто ничего не слышал. Угадайте, как зовут мать Оксаны? Что, Евгения? Именно. И я на все 100% уверена, что женщина, потерявшая память, является повзрослевшей дочерью, брошенной матерью-наркоманкой, проживавшей в Украине с бабушкой, где, собственно, и нужно искать ее родственников. Вы этим займетесь? Аттракцион «Неведанная наглость». Но на кой черт мне это нужно? А как же сенсационный материал, телезрители? Технично. А пока я вам оставляю фотографии, покажете их Евгении, может быть, она что-нибудь вспомнит. Хорошо, спасибо. Слышь? Он так все время воркует, будто поет. Оль, ну ладно, ко мне врач пришел. Жду тебя. Мы тебя любим. Давайте. Доброе утро, Елизавета Здравствуйте. Давай температурку померим. Как шов, не болит? Нет, все хорошо.
Муж звонил. Собирается вас навестить? Да, завтра приедет. Переживает страшно. Хотя чего переживать? Пока папа с нами, не о чем и волноваться, правда? Фу, мне трудно судить. Знаете, мама давно умерла. Погибла. А папа... Я всегда была для него на первом месте. Ведь так и не женился. Даже сейчас, когда у него столько хлопот, все бросил, чтобы быть рядом с нами. И какие у него хлопоты? Он не говорил? Поскромничал. Переезд в столицу, новая должность. Мы в Новосибирске жили. Там папа командовал дивизией, а сейчас его в Генштаб переводят на повышение. Что смешного? Да потому что мы из-за меня-то до Москвы так и не доехали. Когда у меня в поезде все это началось, папа сказал: все, Генштаб подождет. Да. Хороший у вас папа. Самый лучший. Даже если бы он не был моим отцом, я была бы уверена, что это мужчина, на которого можно положиться. Так, ну хорошо, температуры нет. Отдыхай. Спасибо. Я зайду. Женя, нам удалось кое-что узнать о том, что вы делали перед тем, как попали сюда. Сторож кладбища сказал, что несколько дней назад вы навещали эту могилу. Посмотрите внимательно. Можете вспомнить? Мне кажется, я видела ее раньше. Смотрите, там написано Оксана Макарова. Это имя не вызывает у вас никаких ассоциаций? Прислушайтесь к себе. Нет. По-моему, нет. Кто она? Ну, мы пока точно не знаем. А это место вам знакомо? Вы бывали в этом доме? Жень, вам плохо? Воды? Нет, все нормально. Просто как-то тревожно стало. У вас есть еще фотографии? Платон Ильич, срочно в операционную. Роженицу по скорой привезли с кровотечением. УЗИ показало отслоение плаценты. Филатова просит ассистировать. Извините. Платон Ильич, обрабатываю операционное поле. Пациентка Анна Крылова, 41 год. Почти полное отслоение, большая кровопотеря. Крылова? Так это ж моя пациентка. Потом поговорим. С Богом. Скальпель. Произвожу надрез. Женя, что вас так расстроило? Вы узнали дом на фотографии? Нет, это не из-за дома. Это из-за этой женщины по скорой. Эти слова меня как током ударило. Какие слова? Говорите. Она сказала отслоение плаценты. Понимаете, я почти что уверена, все то же самое было со мной. У меня даже шрам от кесарева есть. Что же случилось с моим ребенком? Он жив? Или умер? Платон Ильич, вы сказали, что это ваша пациентка. Объясните мне, пожалуйста, почему она не лежала на сохранении, а шлялась по городу? Потому что от госпитализации она отказалась. Она отказалась. Ну, а вы куда смотрели? Почему разрешили? Это ей уже 3-я роды. Беременность протекала нормально, никакого риска я не увидел. Я не собираюсь оправдываться. Если я виноват, я готов понести наказание. Я не сказала, что вы виноваты. Я изучу карточку пациентки и сделаю выводы. Платон Ильич. Да, развинтились, конечно, коллеги. При Савчук никто не опоздал. Ой, Альберт Саныч, вы, кстати, тоже не всегда приходите на планерку с точностью до минуты. Ну, Зита Юрьевна, это крайне редко происходит, если происходит вообще. Платон Ильич, а это правда, что вчера ваша пациентка чуть ребенка не потеряла?
Не потеряла. Простите, о ком речь? А Крыловой. Ну, та, которая от госпитализации отказалась. Ну, что вы говорите? Так-то что, получается, наша вина? Валентин Иванович, ну как же так отпустили такую проблемную пациентку, да еще на таком серьезном сроке? Я, конечно, не знаю, но я бы на вашем месте. Знаете что? А вы пока еще не на моем месте. Валентин Иванович, не переживайте. Я внимательно изучила карточку пациентки Крыловой, и я могу заявить с полной ответственностью. У меня нету претензий ни к вам, ни к доктору Земцову. Платон Ильич, как там ваша пациентка с амнезией? Она начинает кое-что вспоминать. Ну, например, вчера, услышав об отслоении плаценты, она стала убеждать психолога, что с ней было то же самое во время предыдущей беременности. И что сказала Ирина Алексеевна? Она считает, что это всего лишь попытка создать хоть какую-то биографию. Платон Ильич! Здравствуйте. Я нашла его. Кого его? Ну, мужа Светланы. Какой Светланы? Ваша Евгения, на самом деле Светлана. Она из Харькова. Я поговорила с Дмитрием, ее мужем. Вы не против поговорить без зрителей? Елизавета Юрьевна. Доброе утро. Здрасте. А можно вас буквально на 2 слова? Я вас слушаю. Я все думал, почему вы так отреагировали на мои слова. Я вам клянусь, я не хотел вас ничем обидеть. Но если все-таки это произошло, то прошу вас, ради Бога, простите меня. Хорошо? Николай Тимофеевич, а скажите, билеты в театр, они уже пропали? Нет, почему же? Они на сегодня. А вы уже нашли себе компанию? Да я не искал. Ну, тогда, может быть, я… А ваш муж? Как… Я все понял. Больше никаких шуток по поводу мужа и разведки вы от меня не услышите. Хорошо, договорились. Давайте я буду ждать вас в 6 часов у входа в больницу. Идет? Нет, давайте лучше встретимся возле театра. Хорошо, 6 часов. Вы мне хотите что-то рассказать? Мы теперь знаем о вас все. И завтра приедет ваш муж. Его зовут Дмитрий. Дмитрий. А как вы о нем узнали? Журналистка местного телевидения разместила ваши фото в соцсетях. И откликнулись ее друзья из Харькова. Вы с мужем там живете. И он сходит с ума, ищет вас по всей Украине. А как я здесь оказалась? Но это вы должны вспомнить сами. А вот что было до этого, рассказал ваш муж. Вас зовут Светлана Самойленко. Светлана? 2 года назад вы были беременны, но ребенок погиб из-за отслоения плаценты. А потом заболела ваша мама. И это ее, а не вас, звали Евгения. Потом вы снова забеременели. Что с мамой? К сожалению, неделю назад она умерла. Это горе, наверное, стало последней каплей для вашей психики. Вы как будто бы не обо мне это рассказываете. Муж, мама. Я их не помню. А если я не узнаю Дмитрия, что тогда? Платон Ильич. Да. А как мне себя с ней вести? Ну, если она меня не узнает.
Что я должен делать? Не знаю. Сердце вам подскажет. Свет. Нет, уйди! Скажите ему, чтобы он меня не трогал! Я не хочу видеть этого человека! Он мне чужой! Я прошу вас, Платон Ильич, уберите его! Она узнала меня. Во всем, что случилось, виноват я. Пойдемте поговорим. Он бил меня, закрывал в квартире, не разрешал мне сидеть с мамой. Боялся, что этот ребенок погибнет. Мама умерла одна. Рядом с ней никого не было, понимаете? А потом он пришел и сказал: хорошо, что все закончилось. Теперь ты наконец вспомнишь, что ты мать. Когда ее мать заболела, Света забеременела во второй раз и решила сделать аборт, чтобы беременность не мешала ей ухаживать за матерью. Я не разрешил убить нашего второго ребенка. А она говорила, что не хочет его. А я закрывал ее в квартире. Вы ее били? Да, я ее бил. А как иначе можно было ее образумить? Она же ничего слышать не хотела. Скажите, доктор, вам когда-нибудь приходилось хоронить своих детей? Нет. Когда погиб наш первый сын, она ведь его не видела. А хоронил его я. Я держал его на руках. И это лицо. Мокрое, как будто от слез, что мама его не уберегла. Простите. Да. Готовьте операционную, я иду. У вашей жены начались схватки. Платон Ильич, не дайте ему умереть. Все, что смогу. Света, у вас сын. Как вы себя чувствуете? В горле пересохло. Пожалуйста. А как мой сын, Платон Ильич? С ним все хорошо. Так нас скоро выпишут. Но об этом говорить пока еще рано. А где муж? Он здесь. Пока я была под наркозом, я все вспомнила. Когда мама умерла, я разбирала ее документы. И поняла, что она мне не мама, а бабушка. Что моя настоящая мать жива. Живет в вашем городе. И я решила, что найду ее. А вдруг бы я ей оказалась нужна? И я сбежала. Оказалось, что моя настоящая мама умерла. Я пошла на кладбище и просидела там до вечера.
Потом на меня напали двое, отобрали все, а обручальное кольцо я сама отдала. Боялась, что убьют. Платон Ильич, а что мне дальше делать? Не знаю. Отдыхайте. Могу сказать одно. Ваш муж всю ночь был здесь. Света, прости меня, если можешь. Как ты думаешь, на кого он похож? На тебя или на меня? Ну что у нас нового? Ничего. Ну, вы же хотели меня видеть. Не очень. Почему? Ну, честно говоря, мне нужно было вас нейтрализовать, чтобы вы не полезли к ней со своими интервью во время выписки. А не торопитесь, они уже уехали. Я же так на это рассчитывала. Вам не стыдно? Я очень благодарен вам за помощь. Не нужна мне ваша благодарность. Мне нужен был материал. А как же человечность? Одно другому не мешает. К сожалению, анализы у нас не очень хорошие. Я думаю, вам надо лечить стационар. Чуть не забыл. У меня для тебя подарок. Такое, как было? Или не угадал?